Добрый день! Вы на канале Family Is. С вами я, Данилюк Елена, и сегодня мы поговорим о детской привязанности. Мы очень часто получаем письма от наших зрителей с вопросами о том, что делать, если ребенок чрезмерно привязан к маме. Да? Когда нам кажется, что вот у других все по-другому, а он ходит за нами по пятам, и уже начинает просто быть такое ощущение, что нету выхода никакого. Да? И мама становится узником, просто заложником этих отношений. Сегодня я хочу раскрыть эту тему, поговорить немножко о здоровой и нездоровой привязанности, как уже правильных таких терминов, и сказать, на что следует обратить внимание. К сожалению, очень часто родители думают о том, что их ребенок уже чрезмерно привязан к маме, да, и требует ее внимания в ситуациях, когда с ребенком абсолютно все в порядке. Обычно это свидетельствует о двух факторах. Первый фактор – это что мама действительно устала, и ей сейчас нужна помощь, ей сейчас нужно больше внимания к себе, ей сейчас нужно забыть о каких-то других бытовых, может быть, вопросах, да, сконцентрироваться на себе для того, чтобы как можно меньше уходить от здорового общения с ребенком. Потому что работает это ровно таким отношением, что сколько нужно ребенку, столько он и возьмет. И если мы не будем качественно давать ребенку внимание, то этот процесс просто растянется. Поэтому если мама устала, она начинает своего рода как отдаляться, делать все возможное, чтобы поменьше побыть с ребенком. Она начинает быть раздражительной, она начинает на него срывать свои эмоции. Особенно часто это происходит с детками, которым 11, 10 месяцев, 12, когда мама уже достаточно измотана физически, эмоционально, когда уже достаточно долго она живет в новом ритме жизни, а тут малыш еще начал ходить. И появились какие-то новые лайфхаки, да, для нас, когда нам надо бежать, успевать там закрывать ящики, выстраивать заново структуру всего дома. И вот в этот момент, когда ребенок стоит там под дверью в ванной, да, когда он плачет, когда мама уходит, вот возникает это ощущение, что сколько можно, у других у всех спокойно люди на работы ходят, да, там везде, а я одна сижу дома. Но это ни в коем случае не потому, что с ребенком что-то не так. Это просто вы устали, вы начинаете ставить перед вами блок, и он естественным образом пытается эту стену сломать, потому что до 2-летнего возраста точно его полное восприятие мира фактически идет через оценку родителей, через то, как они с нами общаются, с детками, как мы общаемся. И поэтому, чем больше мы пытаемся отгородиться, тем больше, естественно, будет напор, потому что это физиологическая потребность быть хорошим, быть любимым, и она в этот момент нужна ребенку на всех уровнях, на эмоциональном, физиологическом, на всех. И поэтому малыши будут делать все возможное для того, чтобы мы все-таки брали их на руки, чтобы мы все-таки были рядом с ними, требовать нашего внимания, иногда даже плохим поведением. Потому что, знаете, есть очень хорошая фраза. Все дети предпочтут плохие эмоции безразличию. И поэтому, если у мамы становится каменное лицо, то ребенок будет вот так вот очень ярко реагировать, иногда бежать, хватать для того, чтобы этого каменного лица не было. Поэтому работа со своей усталостью – это вот первый фактор – оценить, насколько я устала, насколько повысилась моя раздражительность, насколько у меня повысилась агрессия, может быть, по отношению к ребенку. И сразу вот рассчитать, что я могу с этим делать, перекинуть какие-то обязанности на папу, так далее и тому подобное. У нас есть хорошее видео на эту тему, вы можете просмотреть видео на нашем канале и найти в том числе ответы на эти вопросы. И второй фактор, который очень часто является причиной такой тревожности у родителей, когда они думают, боже, наверное, что-то не так с ребенком, действительно, он меня никуда не отпускает, наверное, я слишком хорошая мама, наверное, я слишком много времени с ним проводила, да, наверное, я слишком долго его кормила грудью. Это мнение других людей. Очень часто это мнение или родственников, или каких-то друзей, которые не очень тактичны, не очень умны, для того, чтобы сдержать свое мнение при себе, а склонны приходить и говорить нам, что ты знаешь, это же ненормально, что он с тобой там это и это, или ты видела у других людей, или перестань, это уже выходит за всякие рамки. И маме и так нелегко, она естественным путем находится в какой-то трудной ситуации, а тут еще, когда близкие начинают это все угнетать, атмосферу, то может произойти уже окончательный срыв, и действительно мама начнет быть более раздражительной на ребенка, да, или ей придется держать отпор от всех и говорить, что нет, я хочу кормить грудью там сколько я хочу, и ничего страшного, я подержу его
на руках, а чаще всего это бывает с теми взрослыми, которые приходят и очень хотят внимания ребенка, а ребенок, допустим, там интроверт, и он пугается и не быстро идет на контакт, они начинают говорить, что вот видишь, он за тебя прячется, у него какая-то чрезмерная привязанность с тобой, ну вот все такие факторы. Поэтому вот большинство случаев, когда люди говорят о чрезмерной привязанности, связаны как раз-то с такими моментами. Мамина усталость, кто-то еще плюс что-то наговорил, и возникает такое вот общее ощущение несоизмеримой тяжести. Но в этот момент поверьте, что ни один здоровый ребенок в 10 лет не будет вас просить, понимаете, завязать ему шнурки, да, там вот уже кормить его ложкой. И, скорее всего, пройдет какое-то время, когда вы будете просить его: сядь ко мне на ручки, побудь со мной хоть секунду, Господи, да, ну дай я хоть с тобой поговорю. Поэтому, как говорил гениальный Януш Корчик, дети – это тот праздник, который пока еще с нами. Вот, пожалуйста, не забывайте, цените это время, потому что действительно это необыкновенное состояние души детства, когда есть уникальная способность жить здесь и сейчас, быть счастливыми здесь и сейчас от каких-то, неимоверно для взрослого человека мелочей просто иногда. И нам никогда не повредит этому учиться и заново проживать, тем самым терапевтируя себя этот опыт. Если же дело уже касается действительно нездоровой привязанности, а нездоровая привязанность все равно, поверьте, это ни в коем случае никакой там не клинический диагноз, просто вот, допустим, если здоровую привязанность описать, то мама может уходить, ребенок расстроится и может даже поплакать, может даже покричать, но он успокоится, когда мама уйдет, да, и будет рад, когда она придет. То бывает такое, что детки действительно будут биться в истерике по полчаса. Когда мама уйдет, успокоить их будет практически невозможно. Действительно, они будут потом обижаться всеми силами, там, кусать маму, если это еще возраст кормления, за то, что она уходила, да, не отпускать просто вообще ни на одну секунду, ни на шаг, ни к папе, ни к кому, да, и вот это ощущение чувствуется, когда ребенок аж трусится, он постоянно следит за родителем, где он, как он, да, что с ним происходит. Редко длится долго такое состояние, если мы не говорим о клинических каких-то случаях, но вот эти вот аспекты нездоровой привязанности, они, к сожалению, в современном мире все чаще и чаще проявляются у деток. Какие есть причины такого состояния? Я, грубо говоря, хочу объединить эти причины на основные две. Это дефицит у ребенка и дефицит у мамы. Если говорить о первом пункте, детский дефицит, какой дефицит может быть у ребенка? Ребенок мог болеть, и у него возникли очень многие страхи, да? Он перенес какой-то эмоциональный стресс, возможно, он долго лежал в больнице, где были чужие люди, и тогда у него на время может возникнуть вот этот синдром нездоровой привязанности, когда он будет аж труситься, потому что ему нужно восполнить это все, напитаться уверенностью, безопасностью, напитаться мамой. Или ребенка испугали. Это могла быть собака, это мог быть кто-то чужой на площадке. Тот момент, когда он почувствовал себя не в безопасности. Могут быть факторы, что ребенок, допустим, только недавно пережил расставание папы и мамы. Дома очень частые скандалы, когда атмосфера нестабильна. И опять же таки у ребенка нет опоры. И поэтому ему нужен рядом кто-то взрослый, вот эти глаза для того, чтобы он мог опереться и понять, что все хорошо. Или, например, родился младший братик, да, и они погодки, там 2 года разница, да иногда даже 5 лет разница, потому что о нездоровой привязанности можно на самом деле говорить в возрасте, наверное, где-то до 6 лет, а потом она может перерасти просто уже в слияние, но тут уже не обойтись без участия родителей, о чем мы поговорим немножко позже. Вот. И поэтому, если у ребенка был какой-то стресс, вы вспомнили, что у него была какая-то ситуация, и наша задача напитать его, удовлетворить этот дефицит, точно так же, как во всех других случаях. Задача, когда у ребенка есть дефицит, этот дефицит удовлетворить. Также то, что касается дефицита, вот такой синдром нездоровой привязанности может быть у ребенка, когда мама или гиперактивна, да, в отношении опеки над ребенком, или наоборот, мама абсолютно отстраненна. Допустим, мама несчастлива, она постоянно в плохом настроении, у них у мамы постоянно какие-то внутренние процессы происходят, там, связанные с вопросами самореализации, с отношениями с папой, да, и тогда она будет очень холодна с ребенком, а ребенку нужны эмоции, и тогда
он не напитывается отношением. Вроде мама рядом, но ее нет. Она не со мной, она не смотрит на меня, она кормит меня, но смотрит в планшет, смотрит в телевизор, да. Она вроде как сидит со мной, там какие-то карточки перебирает, но говорит по телефону. Вот мы без этого осознанного внимания к ребенку никуда не уйдем. И я не устану повторять, что пусть это будет 15 минут в день, но вы будете вот так вот сидеть и видеть его. И он будет чувствовать вот эту вот близость общения, наслаждение общения с ним, то, что необходимо каждому человеку, ощущение, что я хорош. Это вот такой первый фактор. И второй фактор, который наиболее часто встречается, это дефицит мамы. Потому что этот фактор заметить не так легко. И когда мама восполняет свой дефицит в отношениях с ребенком, у ребенка тоже могут возникнуть вот такие особенности в поведении. А какой может быть дефицит у мамы? Я не хочу на работу, даже элементарный дефицит. А дети, они склонны выполнять все наши желания, особенно те посылы, которые мы подсознательно им даем. Да? Вот, начиная от того, что я не хочу на работу, да, и я постоянно в тревожном состоянии, потому что я сама по себе тревожная, и ребенок пытается постоянно быть на виду неосознанно для того, чтобы мама хоть как-то успокоилась, заканчивая уже более какими-то глубокими травмами, когда мама не реализована, она недовольна своей жизнью, у нее сумасшедшая вообще такая прореха в чувстве самореализации, в чувстве важности себя. А тут появляется человек, для которого я могу быть важной, я могу быть единственной, я могу реализовать всю свою невостребованность этого мира на тебе на одном. И ребенок естественным образом поддается этому, потому что он чего хочет? Он хочет быть хорошим, потому что именно через это ощущение в маленьком возрасте идет его идентификация. И уже в более взрослом возрасте это переходит на полное такое слияние. И даже в разговорах, особенно взрослых, да, вот мам уже взрослых детей, очень часто можно услышать «мы». Когда мы поступили в школу, мы закончили школу, мы поступили в институт, мы женились, мы с этой стервой развелись, ну как бы и так далее и тому подобное. И это уже перестает быть смешным, и тогда к психотерапевту обращается уже даже не сам ребенок, а чаще всего его жена, его муж, который хочет жить с конкретным человеком, но никак ни с мамой, ни с папой. Поэтому вот родительство достаточно непростая штука, потому что с одной стороны нам нужно любить ребенка всем своим сердцем, а с другой стороны, отпустить его с этим же легким сердцем и дать ему возможность жить своей жизнью. Потому что если за любовь потом тебя просят отдать свою жизнь, то это уже не любовь, это уже насилие. Я желаю нам всем сил, самое главное, желаю взаимопонимания, желаю веры в себя и в своих детей. Вот, уверена, что у вас все получится. С вами была Елена Данилюк. Оставайтесь на канале Family Is, звоните в колокольчик, высылайте наши видео своим знакомым, близким, у которых есть какие-то вопросы в воспитании семьи, воспитании детей, вопросы в взаимоотношениях между партнерами. Мы будем всегда рады вам помочь.